Всем здорово, с вами Миша Выплюшка, это канал бывшего осужденного. Сегодня расскажу вам, что такое колония поселения и чем она отличается от обычной колонии. Иногда люди спрашивают, что это такое, за что ее дают там. Ну и вообще, это же вроде как колония, хоть и поселение, да, в чем различие? Давайте сегодня это обсудим. Если вдруг кто-то впервые на канале, я сам провел 12 лет в местах лишения свободы, чем я не горжусь здесь, я просто рассказываю свой опыт и высказываю мнение касаемо каких-то ситуаций. Ну, в общем, в чем разбираюсь, тому и даю оценку. Видео несет никакой пропаганды, агитации и так далее и тому подобное. Кстати, если хотите знать больше по этой теме и без какой-либо цензуры, у меня есть закрытый телеграм-канал. Как туда попасть, смотрите в видео по ссылке в описании. Вот, там же можете мне задавать вопросы, предлагать темы. В общем, там много чего интересного. ВК, Инстаграм и мой второй канал там же найдете. Погнали. Давайте для начала разберемся, за что дают колонию поселения вообще. Это самый мягкий вид наказания, связанный с лишением свободы. Есть вот какие у нас там. Ну, самый мягкий это там штраф. Вот, за какое-то правонарушение, там, не знаю, уголовный, не уголовный. Потом исправительные работы, там условный срок. Но они все не связаны с этим лишением свободы, да? Если я что-то забыл, обязательно напишите в комментариях. И также предлагайте тоже темы для роликов в комментариях. Лайк, подписка, все дела. В общем, колония поселения это вот то, что один из таких первоначальных и самых мягких видов наказания, связанных с тем, что человека закрыли. Дают, как правило, за какие-то мелкие преступления, в большинстве случаев по аварийке. То есть по аварии, если человек попал в ДТП, пьяный там сбил человека, либо там неоднократно уже ловили его пьяным за рулем, он опять ездил без прав. Вот. Люди, кто ранее не судимы, никогда не привлекались, ничего, даже если у них бывает такое, что он пьяный сбил человека насмерть, он отправляется в колонию поселения. У меня есть некоторые люди, которые там отбывали, сам я там не отбывал, но я с многими общался по этому поводу. Вот. В общем, за это сажают, за, какую-то мелкую фигню, да, там могут дать поселка, не знаю. Ну, там из серии тоже там какие-то макароны в магазине украл, а сам первый раз судим, вот поселка могут дать. Раньше, старые арестанты на месте, надеюсь, да? Когда я первый раз попал, это был 2003 год, и поселки были тоже такие с понятиями, черные, были у них там смотряги, в общем. И еще было такое время, знаете, сейчас уже такого нет, сейчас вот рецидив там и режим, все это прям вот строго регламентируется, да, то есть если человек там неоднократно раз, два, три отсидел, там 4 раза отсидел, то есть он уже не попадет на общий режим или на поселок. А раньше могло быть такое, что там человек отсидел на общем режиме, потом опять на общем режиме, потом на строгом, потом он совершил какое-нибудь мелкое вообще преступление, его посадили на поселок. Даже несмотря на то, что он рецидивист и судимость не погашена, раньше такое было. И сидели еще все вместе, не отделяли тех, кто первый раз сидит, кто неоднократно сидит. И, все сидели вот в этой, в одном месте. Вот. И, то есть, были там на поселках сидели и те, кто до этого там сидел и на общем, и на строгом, и так далее. Вот. Как правило, они там долго не держались. Их вывозили в зону, вот, чтобы не особо там они кошмарили тех, кто реально за какую-то фигню сел, и кто не имеет к миру криминала никакого отношения, да, то есть, я имею в виду не преступники, то есть, естественно, что преступники, это, они совершили преступление, сел за руль, сбил пьяный человека насмерть, но к миру именно криминал, он, по сути, не имеет никакого отношения, человек, который там за это сидит, и чтобы там не сидели вперемешку все эти люди, потом стали в 2009 году отделять по режимам, то есть кто неоднократно, отдельно, кто первый раз отдельно, поселки, все отдельно. Вот. А там, кстати, есть такие поселки, там и бабы сидят. В общем, то есть там, знаете, такой городок, там не особо скажу, что там можно выходить за территорию, отпроситься там в магазин у конвоира, да, там, то есть есть все, ФСИН там все это дело охраняет.
И такой небольшой городок, вот, ну не как в зоне, как бы где ты сел, тебя посадили, больше ты не выходишь до конца срока своего. Хотя отпуск, по идее, тебе положен 2 недели по закону, в год тебе положен, но никто зэков не отпускает с зон, потому как потом они либо не возвращаются, либо возвращаются с новыми преступлениями уже. Вот. А там как бы на поселке все попроще, потому что, еще раз скажу, вот люди такие как бы не из мира преступников, а вот ну, поняли, да, о ком я говорю, что за люди. Вот, их, в общем, и в магазин отпускают, и работать их выводят на свободу, и на выходные отпускают за хорошее поведение. Вот, в общем, но сам по себе этот колония поселения представляет из себя такой, короче, ну, тоже лагерь, огражденный, естественно, забором, все-таки режимное, как бы, предприятие, хотел сказать, учреждение. Вот. И там как бы в некоторых зонах сидят и женщины на поселке на этом, и мужчины. Там условно ограждено, короче, сеткой рабицей. Это все их бараки, но все равно, естественно, понимаете, как бы от потребностей естественных никуда не деться. Вот. Некоторых там ведь и не отпускают. Знаете, как отпускают? Допустим, если ты из этого города. Если я, допустим, москвич, меня увезли там в какой-нибудь Саратов сидеть на поселке, то меня, естественно, в выходные отпускать никого не будут, потому что мне, я живу в Москве, я просто туда-обратно скатаюсь, как бы, и все, переночевать. Вот, отпускают только местных. Вот, такие дела. Ну, за бабки, как бы, можно и вообще. Знаете, были такие случаи, когда... Ладно, это про блатных попозже поговорим. Короче, там вот сидят и девки, и преступницы, и пацаны. Вот, и, естественно, там они чпокаются, находят какие-то укромные места. Менты их там за это тоже там гоняют, не дают трахаться. Вот, такая канитель. И там есть еще такой момент. Сейчас они все стали красные уже. Все, там нет никаких несмотрящих, никого. И сидят вот именно такие вот зайчики, которые с пьяну там что-то нахуевертили. Попали. А сейчас сидят и хотят как бы побыстрее домой. Там и так условия, в принципе, ну, гораздо лучше, чем в зоне. Все-таки ты там периодически выходишь на волю. Там неограниченное количество свиданок, там неограниченное количество там... То есть тебе не надо никакие передачки, ничего. Тебе там родственники деньги выслали. Ты ходишь в магазин хоть каждый день. Там можно там практически легально телефоны. Вот. А сейчас, кстати, появились еще какие-то... не помню, как называются. Короче, какие-то центры реабилитации. Короче, тоже типа поселка, только, ну, короче, здание такое большое тюремного типа, вот, и они там живут, их типа там, не знаю, на ночь закрывают, там можно телефоны, ноутбуки, планшеты, все официально, короче, туда переводят там зэков, которые там сидели и на общем, и на строгом режиме, такие типа, за хорошее поведение их не отпустили по УДО, их перевели вот этот техцентр, блядь, а потом уже их, короче, переведут. Ну, если все нормально, за хорошее поведение отпустят по УДО. Вот. И вот на поселках тоже все хотят быстрее по УДО, там и как бы условия нормальные. И менты этим как бы пользуются, поэтому они там как бы ебало и не открывают свое, потому что все, нету там старых больше арестантов, там только вот эти вот ребята. И ну что они могут отрицать там, да? Что они могут? Зачем они там будут газовать? Естественно, там все красное, никаких понятий, общаков там ничего нету. Вот, потому как там, ну, люди, повторюсь, не из мира криминала, и все хотят домой, и менты чуть чего, как бы, если кто-то там залупнется, что-то скажет, там, слышь, начальник, что мы тут за 100 рублей целый день разгружаем цемент? Ему скажет, слышь, ты что, в зону захотел? А там как бы 2 или 3 пятнашки, ну, ШИЗО дают тебе, как бы, нарушение у тебя, если есть. 15 суток отсидел, второй раз, если попал опять на нарушение на 15 суток, тебе перережимку делают, все, ешь на общий режим. А все, а как бы эти люди, которые там сидят сейчас на поселках, они не хотят туда. Потому что менты им еще говорят, вот там будешь сидеть сейчас в красную зону, там сейчас тебе блатные на бабки нагрузят, и козлы там красные будут тебя бить, кошмарить, и никакого УДО тебе будешь ходить там в робе, там, они же в вольной одежде ходят на поселке, будешь ходить в робе под замком, сидеть там, то есть, да, и все. Как бы какие там отрицал, там карцера все пустые в этих поселках. Вот. Года 2 назад у меня товарищ оттуда освободился, но знаете, как случилось? Он, короче, попал в аварию. У него сахарный диабет,
Он отрубился за рулем, у него сахар упал, короче, и он на встречку выехал на Х5, короче, и в Приору, там 3 жмура. Вот. Но так как у него была уже судимость погашена, он последний раз освободился там 10 лет назад, ему дали 6 лет поселка, вот, и он там не работал, там все работают, вот, он там не работал, и как бы это, ну, на связи мне звонил, там постоянно я сидел еще тогда в Архангельске, вот. Говорит, ну, по состоянию здоровья он не работал, короче. Вот он мне там вот эти все вещи как бы рассказывал. Ну, и до этого я много чего видал. Теперь, по поводу вот того, что там блатные, не блатные. Раньше, ну и сейчас как бы есть такая фигня тоже. Как туда могут попасть? Опять же, старые арестанты все-таки могут туда попасть, на поселок. Это если я сижу на общем или на строгом режиме. И мне по закону, там я отсидел полсрока, подошло не УДО, а смягчение наказания. Я могу подать на смягчение наказания. Я могу просить, чтобы меня перевели на поселок. Вот. И есть такие люди, которые это делают, вот, и сваливают со строгого режима или с общего по перережимке, наоборот, не на ухудшение, да, как вот пугают на поселке, а на улучшение режима. Вот. И вот они туда приезжают, короче, и сидел я с одним люберецким авторитетом в 2007 году. Он говорит, я, короче, был, говорит, в Иваново. Там с общего режима я сдернул на поселок, и я там просто числился, короче, и все. То есть я бабки платил, а сам, ну, не в Москве жил, а в Иваново, короче, вот, ну, там от Иванова 30 километров, а я в Иваново просто хату снял, все, приезжал, там, если мне позвонят, я там приеду, прилечу, короче, там, на тачке, вот, что я типа там, если что, такая фигня, вот. Туда, да, приезжают иногда товарищи со строгого, с общего режима. И, кстати, не всегда это заканчивается хорошо. Потому что это вот уже приезжают зэки, реально, сидельцы, рецидивисты, реально там вот, ну, преступники. И иногда они приезжают и там, ну, срывают у них тормоза. Они едут туда с одним намерением, да, он в зоне себя вел хорошо, чтобы там на поселок уйти, а с поселка попроще, по УДО уйти в некоторых зонах, проще сначала на поселок, а потом на УДО, чем сразу на УДО. Вот. А по приезду он смотрит, и все, здесь как бы можно выходить гулять, можно сходить в магазин, а в магазине продается алкоголь. Они начинают там еще же, как правило, партиями туда возят на поселок, вот, ну, с лагерей. Потому как, ну, вот подошло человеку там эта фигня, да, перережимка на поселок. Его одного не будут рассматривать. Они подождут, пока кучка каких-то людей подаст на этот поселок. И, в общем, человек 5 по итогу из лагеря в поселок приезжает, когда перережимка вот эта случается. И вот представьте, 5 ребятишек, блядь, со Строгова приехали на поселок. Рецидивисты. И бывало такое, что все, они там в первые же дни начинали там бухать, а там рядом какая-нибудь деревня или что, там какими-то топорами гонять уже местных жителей, короче, такая фигня. Ну, их, естественно, сразу обратно просто, ну, режим опять меняли, и все. Были такие, которые ездили, через месяц возвращались. Вот. Что еще, в принципе, про колонию поселения вам рассказать? Даже не знаю. Серьезно, не знаю даже, что. Я там сам не был, но вот все, что я знаю, я вот вам, в принципе, рассказал. Вот. Сейчас уже там, говорю, как повторюсь, там все уже никаких ни блатных, ничего нету. Как, в принципе, и в большинстве, и даже лагерей, сейчас все уже красное, не только поселки, а уже и зоны красные. Общего режима, ну, строгого режима все краснючее. Осталось там мало лагерей. Вот, таких, где хотя бы более-менее какой-то ход-пароход есть. А на поселках все. Ну и вот, короче, в принципе, по большому счету взять такое себе наказание. Я не знаю вообще, зачем это придумали. Вот это вот. Раньше она, кстати, называлась химия. Туда отправляли, типа, ну так вот на жаргоне, типа на химию отправляли. Не знаю почему, не помню, блин, честно говоря. У нас на жаргоне, короче, она в зонах называлась деревня. Типа вот, ты там с деревни привезли там или сидел на деревне. Их еще называли как-то, по-моему, шурики. Шурики, да. Кто приехал с этой фигни, ну, кому там поменяли режим с поселка на общий режим или на строгий, их называли шурики. Помните, как вот это операция И и другие приключения Шурика, где вот этого чувака отправили, вот в самой первой серии его отправили в ЛТП, там что-то отрабатывать, короче, вот, ну, из этой серии, короче, вот
как-то так, блядь, короче, их вот называли шурики. Вот. Кто приехал с колонии поселения к нам туда, в зону. Вот. Ну, вообще, такие шурики. Сейчас, конечно, уже все, блядь, по-другому, слава богу, на самом деле. Вот, времена меняются, и, на мой взгляд, в лучшую сторону. Не хрен там делать. Вот, ни там, ни в зоне. Конечно, никто не застрахован, но, как говорится, береженного Бог бережет. Следи за собой, будь осторожен. Вот, не совершай никакой фигни. В принципе, ни за что, я думаю, тебя не закроют. В общем, это к вопросу опять того, встречал ли я невиновных в тюрьме. Я вам уже говорил, что за 12 лет я ни разу не встретил невиновного человека, который был невиновен. Вот. Такие дела, братцы. В принципе, все. Надеюсь, лайк заслужил. Они бесплатные на моем канале. Я договорился с Ютубом. Подписочка. Нажимайте в колокольчик, чтобы не пропускать ролики, стримы. Они проходят по четвергам и субботам в 19:00 по Москве. Что еще-то? Ну, ВК, Инстаграм, мои другие каналы найдете в ссылке в описании, в закрепленном комментарии. Вот. И конкурс на лучший комментарий продолжается. Самый интересный комментарий я закрепляю под роликом. Его будут все видеть и все обратят на тебя внимание. Вот как-то так. А с вами был Мишева и Плюшка. Берегите себя. Увидимся.